Всем привет! Попала ко мне вот такая вот моделька. Это, собственно, так понимаю, какая-то клавиатурка, такая эргономическая под левую руку. И задача, скажем так, найти модельки ход-свапов. Ну, вообще разберемся в терминологии, потому что для меня это вообще тоже новая была история. Я никогда не пользовался механическими клавиатурами, в основном у меня они мембранные. В основном они у меня только мембранные, потому что я очень часто пользуюсь ноутбуками. Вот такая вот задача стоит. Итак, по порядку. Так, перейдем-ка сейчас в браузер. Собственно, есть вот такая вот ссылка на AliExpress, мне предоставили. И здесь я нашел вот, соответственно, их габаритные, скажем, ну не габаритные, просто картинка изображения. Нужно повторить вот эту штуку. HotSwap — это что такое? Это такое механическое устройство, которое позволяет, скажем так, быстро вот сюда вот втыкивать ваш switch. Свечом называется уже непосредственно вот это вот изделие с кнопочкой. То есть есть кнопочка, сюда вот сверху крепится cupcake, cake И, ну, вот это, собственно, механическая часть. Вот это вот наши коннекторы. Эм, Итак, и что же происходит? Ладно, так, идем обратно в браузер. Так, некоторые размеры у меня вот эти есть, к сожалению, у меня нет даташита, у меня нет чертежа на вот конкретно на это изделие, но есть, скажем так, фотографии с снятыми размерами на штангенциркуле, поэтому какие-то там размеры могут немножко отличаться, ну, ввиду просто того, что погрешность измерения. Лучше, конечно, использовать нормальные чертежи. Итак, какая же логика? То есть вот есть вот наш колпачок, вот этот вот под ним находится switch, и вот уже вот на плате у нас располагаются такие вот коннекторы. Соответственно, по сути, они позволяют сделать горячую замену нашего свеча. То есть вот он вставляется, ну тут статья, я, наверное, ссылку на данный сайт оставлю под видео. И здесь разбираются два варианта исполнения. Собственно, вот этот, когда вот эти вот коннекторы металлические, они впаяны прямо в плату и являются, ну, вот видим, что здесь элемент, вот к ним прям дорожки подходят питания. Ну, не питания, а сигнальные дорожки, скорее всего. И второй вариант, смотрим на черную плату. Здесь, соответственно, есть такие вот отверстия, их диаметр 3 миллиметра, как я выяснил потом. И сюда вставляется с обратной стороны вот такой вот hot swap. То есть они бывают разные, там какие-то, потому что разные изготовители свечей есть. Ну вот, соответственно, мы будем пытаться восстановить именно вот этот вот. И, конечно же, название это Cherry MX Switch. Собственно, на GrabCAD заходим, поиски вводим. Ну и тут на самом деле моделек не так много по данному запросу, но в целом, скажем так, работать с ними уже можно. Я, по-моему, скачал вот эту, и, собственно, в Fusion у меня все это вот так вот представлено. Так, вот наша, в принципе, какая задача стоит. Есть вот такая вот, собственно, накладка, и, ну, конечно, можно преобразовать ее в CAD, но это вообще отдельная история, не буду этим заниматься. А здесь, по-моему, 13,9 размер вот от этой точки до этой точки, то есть где-то 14 на 14, грубо говоря, размер данного вот данного отверстия. Задача, собственно, сделать какую-то подложку, какую-то, ну, в принципе, на самом деле, просто сделать какую-то геометрию, которая бы позволяла вот сюда вот быстро ставить свич, а здесь снизу, чтобы был ход свап. Не знаю, как это будет выглядеть пока что, но просто, скажем так, в виде эксперимента попробуем все это реализовать. Так, в итоге, что такое? Я нашел, опять-таки, здесь вот модельку, вот это вот она, макроборд Cherry MX. Ну, здесь, собственно, наборы. Здесь подложка есть, какая-то импровизированная такая, соответственно, она не супер точная, но тут есть еще свечи все. Ну, отсюда я взял только подложку, на самом деле, чисто визуально. Но, на самом деле, это не обязательно, потому что, если погуглить вот конкретно вот этот вот свич, на него уже есть чертежи. То есть можно найти чертеж данного изделия. Скажем так, выглядит это примерно вот таким образом. Ну, так как у меня модель уже есть, соответственно, ну, можно потом проверять, конечно, насколько все это точно. Здесь вот есть Mount in Keyboard. Короче, здесь монтажное отверстие, по сути, представлено. Здесь указано, что размер сетки 1,27 мм. То есть смотрим, считаем 10 клеток. Это у нас здесь 12,7 мм получается должно быть. Берем, собственно, наши вот эти вот картинки с данными отверстиями. Ну, видим, что тут большое отверстие 4 мм, 1,5,
миллиметр и маленькие вот по 1 миллиметру. Это, видимо, вот для светодиодов, это для свеча, а это вот для, то есть это для ход-свапа, а вот это для, хотя на самом деле даже не только для ход-свапа, это именно здесь для коннекторов. Вот. Единственное, что здесь размер у нас 1,5 миллиметра, а на ход-свапе у нас здесь 3 миллиметра вот эти вот отверстия. Соответственно, мы просто возьмем эту сетку и вот эти отверстия увеличим до 3, на самом деле, что, в принципе, как мне кажется, может быть достаточно. Поэтому, конечно, подход у меня будет такой. И как, собственно, я тут все это фантазировал. Как я уже говорил, вот была такая моделька. Я отсюда просто вытащил вот эту поверхность. Но на самом деле, опять-таки, как я сказал, можно просто на основе той картинки все это легко восстановить. Давайте рассмотрим, как будто бы я это восстанавливал все с нуля. Поэтому так, перейдем сюда. Вот наша подложечка. И с помощью функции insert, вот insert canvas, я нахожу у себя в нашей папке данную вот картинку, окей. Вставляю ее на данную плоскость, масштабируем таким образом. Так, все правильно, нажимаем ОК. Итак, как я сказал, 10 сеток, 10 клеточек, здесь получается 12,7 миллиметров, да. Соответственно, мы разворачиваем в браузере все это, правый клик, Calibrate. Ну и давайте читать. Так, первый клик здесь и второй. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 клеток, да. Только сказал 12,7 миллиметра. Сейчас перемасштабируется все это. Так, ну и, соответственно, можно просто взять эскиз и на основе, вот, собственно, вот этих вот размеров все это забрать. Так, где у нас? Так, Edit Canvas сделаем. Я же просто пододвину все это наверх, чтобы убедиться, что здесь у нас все это вот совпадает, да? То есть мы видим, что если вот так чуть-чуть подстроить координаты данного отверстия, то видно, что наши отверстия совпадают с теми, которые были на той модели, которую я скачал. В принципе, так, нажмем ОК. Единственное, что просто проверим, сколько здесь у нас 4 миллиметра. Действительно, как вот здесь заявлено было, 4 миллиметра. И вот эти тогда, получается, должны быть по 1,5 миллиметра, да? Так, диаметр, ну, 1,46, да? В принципе, окей, нам важны только их координаты. Опять-таки, как это можно восстановить? Просто рисуется здесь эскиз поверх всего этого, да? Собственно, делаем 4-миллиметровое наше отверстие. И здесь по клеточкам отсчитываем, собственно, координаты каждого из этого отверстия. Соответственно, отсюда мы 2 клетки, значит, 2 умножить на 1,27. И, соответственно, здесь раз, два, три, 4. Ну, здесь координаты. Короче, это все очень, на самом деле, просто. Делаем эти отверстия. И вот эти вот, это 2 отверстия справа-слева. Они от... Сейчас включу видимость. Так, вот, точнее, компонентик должен быть. Вот я сюда уже поместил. Так, вот отключу. Я сюда поместил switch, который я нашел. В принципе, опять-таки смотрим на его чертеж. Где он? Вот здесь, да? Так, это трехпиновый чертеж. Соответственно, здесь тоже подложки трехпиновые. Но, ну ладно, фиг с ним. Будем опираться тогда на вот эти вот размеры. Соответственно, центральная 4 миллиметра. Возьмем, измерим расстояние между двумя вот этими цилиндрами. Ну и здесь получается, что у нас между центрами 5 миллиметров, да? Ага. И вот диаметр вот это получается 1,6, да? Как мы видим, здесь немножко оно с смещением, поэтому будем это все сейчас немножечко чинить. Значит так, кикап уберем. И будем, собственно, здесь фантазировать. Так, создам эскиз на данной поверхности. Так, перейду в английскую раскладку, клавиша P, английская, проекция. Ну, просто потому что мне так нравится. Так, значит, только сначала... Хотя, ладно, давайте так. Пусть будет проекция. Хотя нет, знаете, в принципе, это особо-то сейчас роль не сыграет. Все равно здесь все в осях правильно выровнено, спозиционировано, поэтому
Просто выберу данную цилиндрическую поверхность, нажму Delete, обязательно в рабочем пространстве Solid, и теперь создам здесь эскиз. Так, вот теперь клавиша P, проекция. Возьму прямоугольник, бахну вот так, да и все. Значит, C, английская окружность. Потом второй прямоугольник бахну сюда, C, окружность сюда. Так, насколько помню, там было 1,6 мм, и здесь было 1,6 мм, да? Здесь у нас было 5 мм, и здесь было 5 мм. Окей. Теперь берем вот эти вот эскизики и выдавливаем их внутрь. Так, вернем наш свитчик. И видим, что в принципе, да, вот теперь все достаточно хорошо здесь позиционируется, да. Так, ну, когда есть чертежи, все гораздо проще. Так, здесь видим, что как-то вот немножко все со смещением, что ли. Но здесь размеры, на самом деле, надо понимать, что они очень маленькие. Тут буквально даже не показывает расстояние между вот этим. Так, а если точка? Ну вот 0,3 миллиметра здесь, в принципе, я думаю, что, в принципе, если все спозиционируется, этот контакт точно войдет у нас в WhatsApp, и этот тоже войдет. Итак, это теперь можно убрать, и что сделаем? Опять сделать здесь эскиз, проекция. В принципе, как я уже говорил ранее, можно было просто по вот этой картинке, по координатам все это нарисовать. Ну, конечно же, нужно найти было бы черри. Вот, ну, тут разные варианты есть. Вот такие 3 отверстия на монтажной плате, скажем, либо вот 5. У меня их 5. Ну, я не рисовал, я взял готовую такую плашку. Сейчас же я просто ее редактирую и рассказываю параллельно, скажем, 2 подхода. Если мы чертим или мы редактируем. Мне проще редактировать. Так, клавиша D. Нет, вот это пусть будет равно вот этому. Клавиша D английская. Ну, пусть будет 20, нет, 15 миллиметров. Ну, так хотя бы. Хотя у нас-то на самом деле, по-моему, 14 миллиметров размера вот того самого 13,9 здесь. Ну, потом немножко подредактируем, если получится все это выровнять. Так, Finish Sketch, выбираем Extrude, выбираем все, кроме нашего элемента. Окей, замечательно. Остался вот такой вот пятачок. И смотрим на те размеры, которые у меня здесь сейчас присутствуют, да. Итак, здесь, ну, к сожалению, фотографии такого не очень хорошего качества. Тем не менее, мы видим, что здесь штанга циркуля показывает, а здесь окружность. 3 миллиметра. Чему это должно соответствовать? Соответственно, вот 3 миллиметра отверстия, ну, 3, может быть, точка 1, 3,1 миллиметра. И вот в него должны вставляться вот эти вот кругленькие элементы. Соответственно, этого нету, это светодиод. Ну, тут в статейке там есть... собственно, здесь больше особенно ничего нету. Но вот эти картинки очень, в принципе, очень хорошо все это здесь показывают. Но опять-таки к ним здесь не идут никакие дорожки на плате. Вот, потому что здесь, скорее всего, по воздуху сюда вот зажимаются, обжимаются, либо припаиваются сигнальные провода. Так, перейдем обратно в Fusion. Значит, здесь сейчас у нас наши отверстия вот эти по 1,46, да? Ну, то есть 1,1, но координаты у них правильные. Берем, создаем теперь здесь еще раз эскиз. Так, клавиша P английская, проекция. Появились эти центры наших окружностей. Бахнем вот так 2 раза, 2 окружности. 3 миллиметра. 3 миллиметра. И даже так, cancel 3.1 сделаем. 3.1. Ну, пусть будет такой какой-то небольшой зазорчик, да. Все это проэкструдируем вниз. Так, теперь что у нас получается, да? Сюда должны наши попасть те 2 элементика. Так. Так, 3 миллиметра, 3 миллиметра. Ну, положим, ладно, да. Здесь размер какой? 4 миллиметра, что ли, здесь получается? Угу, угу. Так, ну, а какой общая толщина?
3 миллиметра. Ну, как-то... То есть он типа не на всю длину. Ну вообще-то у нас толщина монтажной платы, по-моему, 1,4 миллиметра начинается, да? И здесь как раз мы видим, что у нас они не выглядывают, то есть они то есть ниже поверхности этой черной. То есть я предполагаю, что если монтажная плата где-то 1,4 миллиметра, да, то, вот, скорее всего, эта пипка где-то, ну, 1 миллиметр, возможно. Ну, вот. Но, к сожалению, у меня нет данного свапа перед глазами, чтобы его замерить. Я бы это обязательно сделал, и, в принципе, я бы избежал всех этих вот танцев с этими картинками и тому подобное. Вот. Так. И в итоге, по факту, что мы там имеем? Так. 3 миллиметра, да? Какие еще размеры есть нормальные? И здесь 3 миллиметра. Ну, вот, в принципе, вот такая вот картиночка есть, да? То есть вот это мы берем 3 миллиметра, вот это тоже 3 миллиметра. Расстояние между вот этими мы взяли откуда? Мы взяли из свеча, его чертежа. Ну и нам теперь нужно набросать вот эти вот элементы. Здесь у нас, по-моему, по 4 миллиметра, да? Сейчас еще раз уточним толщину вот в этом месте. Тоже 3 миллиметра. Удивительно. Ладно. Так, как мы это будем делать сейчас? Сделаем insert. Так, insert canvas. Я нашел его, собственно, эту картинку, взял ее с сайта. Так, прозрачность, скажем, делаем поменьше. Взял ее с Алиэкспресса, получается. И вот где-то вот так вот наши вот эти вот два должны элемента встать, да, получается. И давайте пытаться все это сейчас как-то восстанавливать. Клавиша, так, чертеж. Здесь создадим. Клавиша P английская, проекция, сделали проекцию. И возьмем чертежик, прямоугольник, вот так вот соединю две точки, потому что мне нужна, скажем так, центральная линия между ними. Так, с привязкой по треугольничкам все это позиционирую. Так, и какая логика? Так, сделаю прямоугольник, клавиша D. Так как у нас толщина 3 миллиметра всего, это, соответственно, я должен полторашечку сюда положить и 1,5 миллиметра вот так. D. Полтора. Так, ну, в принципе, изделие получается практически, ну, симметричное, да? Поэтому, так, включу еще раз вот эту картинку. То есть все-таки здесь есть некоторое пространство. Ну все правильно, потому что 3,3 миллиметра, то есть он где-то уходит сюда, вообще должен уходить в цилиндр, да, по-хорошему. Как же плохо без чертежей. Хотя вроде бы правильно. То есть смотрим. Смотрим. У нас же здесь такой плавный переход идет. Вот где-то до сюда, скорее всего, пойдет. И вот так, да? Так. Тогда получается вот эта вот наша центральная линия. Да, она посерединке. И... я же не тот размер, что я задал, 1,5. Да. Delete. Вот D отсюда вот до сюда. 1,5. Ну, теперь, да, похоже. Похоже. Почему? Потому что... Так, по-моему, здесь более контрастная. Да, потому что здесь вот она как раз мы видим уходит практически в центр этой линии, здесь тоже практически в центр, поэтому да, я считаю, что мы здесь угадали. Так, поехали дальше. Соответственно, смотрим остальные наши размеры, какие у нас есть. В этом месте у нас... Я считаю, что здесь где-то 4 миллиметра. Ну, 4,1 возможно, но я буду брать 4. Так, соответственно, нарисуем линию и D. Точнее L. Рисуем еще одну горизонтальную линию. Клавиша D английская.
И, соответственно, так это у нас нижняя часть будет. Вот это вот. Вот тут у нас 4 миллиметра должно быть. И вот так вот здесь у нас должно быть 4 миллиметра. Правильно? Я неправильно сделал? Мгм. Но визуально здесь больше, на самом деле. Здесь не 4 миллиметра даже далеко. Хотя, возможно, эти отверстия и не 3 миллиметра. Короче, на самом деле, я сейчас буду страдать. В любом случае, я это видео выложу. Если, как говорится, есть у кого-то чертежи, возможно, здесь действительно не 3 миллиметра, поменьше. Но ладно. В любом случае, они у нас точно расположены по чертежам свеча. Ну, показывает даже, по-моему, меньше 4 миллиметров немножко. Ну, так, где-то 2,9, наверное. Ну, ладно. Так, это у нас, видимо, толщина без вот этой пипки. То есть у нас 3 миллиметра должна быть, да? А тут, соответственно, 1,5 миллиметра, да? Ну, то есть, получается, они одного размера, что ли? 1,5 и 1,5? Ну, допустим. Так, ладно, еще раз посмотрим на тот размер, где... Ну, тут четко 3 видно. 4, да? Ну, на самом деле, наверное, даже 4,5, да? Ну, вот теперь похоже, да, что он выступает. 4,5 миллиметра. Окей. Так, теперь, так как это все симметрично, найду вот здесь вот линию привязки с помощью треугольничка. И давайте отмерим теперь вот эти две наши боковые стенки, попробуем. Так, и ищем длину, которая здесь была измерена. А длина у нас, не считая пинов, 11, ну пусть будет 11,2. Да, соответственно, сделаю линию вертикальную, Enter, и еще одну линию. Enter, клавиша D английская. Так, 11.2 разделить на 2, прям через слэш пишу. И здесь то же самое. 11.2 разделить на 2. О, прям четко, хорошо. Итак, отверстие наше есть. Ну, тут, соответственно, под углом все завалено. Что нам остается? Здесь даже, кстати, мы сможем вот эту вот маленькую полуокружность нарисовать. Хотя у нас вот до сюда найдет. Но тем не менее здесь она... Ладно, пофиг. Так, конечно, у нас нет вот этого вот размера, но сделаем все чуточку попроще. Так, не так. Сделаем окружность вот отсюда, и чтобы она касалась здесь. Точно, да, подходит. Так, отлично. Соответственно, здесь нужно просто будет продлить, продлить. Отлично. Так, это мы удаляем. Кусочек мы удалим. Да, похоже, что все это на окружность здесь было. Хорошо. Так, скругление. Ну, пусть будет 1 миллиметр. Не знаю. Хотя пусть будет, ладно, 0,5. Соответственно, чем больше он здесь, тем лучше будет потом делать вырез. Так. Ну, отсюда, соответственно, пин пойдет в эту сторону. Соответственно, мы относительно этого центра будем его выводить в сторону. Окей, ладненько, хорошо. Так, соответственно, сверху у меня окружности этой нету. Да и, в принципе, это неправильно. Ладно. Она, кстати-то, и не симметрична получается. Это... Ладно. Тогда мне нужно такую же окружность получить здесь сверху. Тут просто в чем момент получается, что вот это сейчас наша ось
симметрия, ну как симметрия, то есть эти две части зеркальные, но это зеркально два раза, то есть она зеркально сюда, да еще и повернута. То есть ее зеркалить сюда, да, так оно и есть. Тогда вот эта окружность, она у нас и не по центру, да, но относительно нее. Так, давайте еще раз посмотрим, точно ли оно симметричное. Ну, визуально, на самом деле, да, потому что, как я полагаю, если перевернуть вот таким образом, свич тоже должен работать. То есть, в принципе, он должен быть симметричным, поэтому ладно. Так как это у нас линия симметрии, мы ее вот так вот провернем. Выберем эти элементы и сколько там было, 1,5 мм, что ли. Только new body сделаем, а не join обязательно. Так, сделаем зеркальное отображение сюда. Только опять-таки не join, а new body. Окей. И вот от этого сделаем зеркальное отображение. Сюда через new body. Окей. Этот элемент мы просто спрячем. Cancel. А этот мы заалайним. Нет, через move сделаем. Бадик от точки, значит, от этой сюда. Окей. Смотрим наверх. В принципе, более-менее, как я считаю. Так, вернем наш эскиз. Я эту линию, что ли, не обозначил? Так, по-моему, я там ее не обозначил. Сейчас edit sketch сделаем. Хотя нет, 4,5. 4,5 здесь, да? Так, это вид сверху. Ну, вообще немножко странновато, конечно. Тогда измерим. Это ребро 4,5. Ну, и тоже 4,5. Так что все более-менее правильно. Так, тогда включаю все вот эти вот эскизы. Через комбайн соединяю два вот этих элемента. Да. Вернул. Так вот это как-то все выглядит, да. Давайте посмотрим еще раз толщину. Так, здесь толщина, да, без выступающих частей. Ну, пусть будет 1, на самом деле, 8 миллиметра, да. Где наш экструд? Edit feature сделаем. Так, не 1,5, а 1,8. Все. История есть, поэтому оно все перестроилось замечательно. Так, и, соответственно, наши выступающие части общие. Вот так вот, да. Здесь 4 миллиметра. Раз, точнее 3. Ну, 3,2 пусть будет. Так, да. Так, не так. На этой же плоскости создам еще раз эскиз, да. Клавиша P, проекция двух вот этих элементов окружностей. И я их проэкструдирую на 3,2. Кстати, да, вот они здесь выглядывают. Только сделаем на new body, иначе все оно слепится в одну кашу. А вот уже через комбайн все это объединим, да. Ну, кстати, уже что-то на что-то становится похоже более-менее. Угу. 4,5. Ну, более-менее похоже на самом деле. Так, смотрим. Только не сюда, а сделаем наши пины. Так, значит, 1,5 мм его толщина, да. А длина с пинами была указана. Так, без них. 1,5 это... Ну и хрен с вами. Ладно, эти размеры в любом случае под провода идут, поэтому теперь вот уже здесь... Нет, опять все-таки на нижней поверхности нужно сделать эскиз, проекцию этих всех элементов. Так, прямоугольничком. Да, вот так бахнем. И сюда.
Так, ладно, второй сделаю. Прямоугольник. Хотя, наверное, не так. Сделаем прямоугольник, но из центра. Сюда его выведем. И сюда. Только без привязки. Вот так. И здесь, соответственно, у нас, по-моему, 1,5 миллиметра. И здесь у нас тоже 1,5 миллиметра, да? Ну и осталось только визуально тогда его здесь как-то разместить. Клавиша D. Ну, кстати, очень похоже, что да, здесь такой квадратный элементик, поэтому пусть будет 1,5 на 1,5 миллиметра. Тоже 1,5. Ну и, видимо, возможно, и высота у него 1,5 миллиметра, поэтому выберем вот это 1,5. Ну, пусть будет так. Только сделаем new body. Окей, и теперь все это через joint объединим. Окей. Так, отключу нашу вот эту картинку. И что у нас остается? Сделаем align. Эту поверхность мы выровняем. Так, все убежало. Только бадики сделаем. И вот этому. Окей. То есть, что мы теперь имеем? Вот наши. Так, видимо, тут был не весь эскиз выбран. Странно. Очень странно. Ладно. Починим это. Выберем, нажмем Delete. Так, какое у нас тут, кстати, расстояние? 0,87. 0,87, да, то есть оно, в принципе, симметрично, все правильно, более-менее хорошо. Так. Ладно, давай-то по пропорциям нарисуем здесь, чисто уже для красоты. Так, клавиш P, опять-таки эти две наши окружности сделаем проекция и... Угу. Тут какой-то глюк произошел, я вижу, что это, в принципе, по-моему, не очень-то и окружность. Сейчас попробуем это все починить. Так, отключу вот эту видимость. Все правильно. Потому что я делал проекцию. Тут, видимо, несколько эскизов у меня бралось. Так, сделаем анализ на интерференцию. Так, значит, пересечения нет у нас, да? Но есть... Блин, откуда тут появилось? Вообще не понимаю. Так, если это я удалю. Да, вот теперь это, короче, окружность стала. Там, видимо, так, диаметр 3,1 и здесь 3,1. Все правильно. Я, видимо, когда экструдировал, забыл выбрать маленький элемент какой-то. Так, вот теперь нормально. Вернем нашу картинку, клавиша P, проекция, два вот эти элемента, ага, из центра прямоугольники, 2 поставим, значит, раз, 2, D здесь, по-моему, 1,6 просится, прям вот 1,6 миллиметра на 0,7 где-то, 0,7 на 1,6, solid, и проэкструдируем это, например, на минус 1,5. Так, отключили, ну, назовем это 1, а это назовем swap. Так, единичку отключаем, собственно, вот у нас наша моделька нашего свапа. Так, теперь возвращаем наш капкейк. Капкейк switch. И что мы тут наблюдаем? В принципе, они вот как раз плюс-минус, более-менее, они должны здесь попадать. Тем более здесь, скорее всего, какие-то должны быть такие скругляшки, которые должны позволять всему этому туда, скажем так, попадать. Это вот четко лежит. Но опять-таки, у этой модели, у этого свеча тоже, возможно, есть какая-то погрешность. Кто-то, возможно, не очень точно, не очень правильно
сделал. Как бы для меня 0,2-0,3 миллиметра, если они ну, отличаются действительно от финального изделия, чертежа, то для меня это, в принципе, уже ну, погрешность, что ли. Ну и, собственно, задача была какая? Вот сделать снизу расположение ход-свапа, да, для всего вот этого вот безобразия. Так, теперь возьмем, измерим расстояние, которое у нас отсюда до сюда. Здесь 2.99, поэтому давайте возьмем наш компонент, сделаем move ему на минус 2.99, да? Минус 2.99. Окей. И что получается, что наш switch, он полностью лег на нашу, скажем так. Ну, кстати, я-то решил, почему ее. Здесь 2 миллиметра у меня, между прочим. Ну ладно, пусть будет 2 миллиметра. В принципе, я думаю, тем более это должно печататься из пластика, то есть предполагается, что вот это вот оно будет. Но здесь на самом деле не 2 миллиметра, я полагаю, здесь гораздо больше. И, ну ладно, я думаю, с этим уже можно далее разбираться. Так, делаем секционный анализ по плоскости. И попробуем поймать. Так, вот здесь, соответственно, пины выходят наружу. Угу. Ну вот, соответственно, вот даже пружинка есть. Прикольно. Вот, соответственно, наш контакт от свеча уходит в ход swap. В принципе, здесь даже какой-то минимальный зазор, так что я думаю, элементы должны быть гибкие достаточно. Хотя, возможно, да, они, кстати, гибкие, между прочим, потому что если верить конструкции, то вот в этом месте она как-то вот подгибается, что ли. Хотя, может быть, так ее смоделировали, не знаю. Я бы не особо доверял всему этому. Ладно. Отменим все это. Так, что тут у нас еще есть? Еще такой элемент есть, кстати. Так, align. Тык. Можно поверхность выбрать? Ну, это же компонент, наверное, да? Ладно, нет, это не компонент, это тело. Но почему-то он не дает мне выбрать. Вот, кстати, теперь дал. Ладно, сделаем это через линейку. Замерим расстояние. И 8,5 миллиметров, да, получается. Честно говоря, точно не знаю, как оно садится. Но я поэтому сделал до упора. На самом деле минус 8.5. Окей. Так, теперь проверим интерференцию. Так, Capture Position. Вот с этой частью. Вот с этой, главное, да. Так. Пересечения у нас имеются. Почему? Ну, правильно. Потому что у нас длина вот этой части, пина, какая? 8,5 миллиметров. Поэтому надо просто сделать align. На самом деле это неправильно. Почему? Потому что у этой штучки еще ход есть свой какой-то вниз. Поэтому я на самом деле это не буду моделировать, потому что я не понимаю, как глубоко вот кейкап должен садиться на вот этот вот пиднет крестовинку. Вот. Хотя на самом деле я немножко не прав, потому что у нас вот эта площадка уходит же вниз. Поэтому, ладно, давайте выровняем вот это. Допустим, вот с этим. Окей. И так, почему-то не сделал. Вот это выровнять. Вот этой поверхностью. Окей. Очень странно. Ладно. Видимо, потому что это компонент, а это тело. Просто измерим данное расстояние. 2,99 и просто минус 2.99. Все. Короче, ребята на своих местах теперь располагаются.
Теперь как все это расположить, да? Ну, допустим, здесь вот где hot swap располагается, допустим, это у нас должна быть вот эта вот часть снизу, да? То есть здесь, возможно, какое-то углубление будет, куда оно будет вставляться, свитчик наш, а все снизу hot swap будут сюда вклеиваться, по идее, я так думаю. Так что нужно какие-то, наверное, предусмотреть просто пазы для них. Так, ну, соответственно, 14 миллиметров это вот здесь вот, а здесь мы можем делать расстояние для них и побольше, как мне кажется, да, такие площадки, по идее. Тем более здесь толщина стенок ого-го большая. Поэтому ладно. Я бы, если они вклеиваться будут все равно, ну, можно как-то паз сделать и заклеивать, либо тут несколько сценариев есть все-таки, как мне кажется. Можно сделать вырез вообще вот здесь вот, под hot swap, да? И просто чтобы он центровался и падал. Так, ладно. Мешек отключу, чтобы не отвлекал. Допустим, вот так я все это закомбайню, да? Так. Тоже уберу. Так, capture position, P, body. Допустим, сделаем проекцию нашего hot swap. И что нам нужно? Ну, то вырежем его здесь. Что? Так, swap отключим и сделаем -2. Так, нет, Ctrl-Z. Это выбрать. Вот это Delete нажать. Да, объединилось. Так, тогда вернем наш swap и с помощью align, допустим, поднимем его сюда. Но опять-таки это вопрос экспериментальный. Почему? Потому что у нас, как мы видели, ну, информации опять-таки у меня мало, поэтому я буду исходить вот из этих вот изображений, которые у меня есть, где вот здесь мы видим, что он практически вровень с платой идет, да? Вот swap. И эти изображения. Вот. Практически вровень. Поэтому вот эти вот отверстия монтажные, да, мы будем делать, соответственно, рядом с ними же. Ну, соответственно, HotSwap должен, по идее, да, принимать в себя всю длину вот этого коннектора, да, который там есть в нем. Так, проверю, запись-то идет вообще. Ничего себе, 43 минуты уже практически. Охренеть. Поэтому с помощью алайна выровню все это вот так вот, скорее всего, да. Блин, мне данный вариант не нравится. Почему? Потому что у нас здесь появляются супер тонкие стенки. Как я предполагал, допустим, просто будет такая площадка, куда swap просто так утапливается. Тут есть выводы налево-направо под провода. Вот. Но ладно, тогда делаем как делаем, да, то есть возвращаем как было. Finish sketch. То оно было, но у нас вот так вот, да. Поэтому сделаем с этой стороны, да, пазы под него. Кстати, здесь-то, между прочим, у нас такие вот должны быть маленькие вырезы. Так, клавиша P. И вот это вот отверстие. Так, окружность. Ну, чисто визуально. Положим, здесь где-то, на самом деле, где-то 2 миллиметра, возможно, было. Так, из этого угла сделаю вот такой прямоугольничек. Клавиша D. Так, 0,81, да, и здесь D. Один, два, три, пять. Ну ладно. Почему я так делаю? Потому что я делаю вот так. D. Так.
1.235. А здесь у нас 0.81, да? 0.81. Вот. Соответственно, здесь диаметр моего отверстия, которое я здесь новое нарисовал, 2 миллиметра, да? И, соответственно, из этой точки я тоже сделаю D 2 миллиметра. Вот. Ну, просто я захотел симметрично все это сделать. И вот до сюда все это подрежем. Окей. Во. Теперь это более-менее похоже на то, что было изначально, да. Что мы можем сделать в данном случае? Ну ладно. Продлим клавишу P. Проекция вот этого элемента. Проекция вот этого элемента. И просто возьмем туда уж. Проэкструдируем все вот это вот безобразие. Вот до сюда. Ну, то есть на 1,8 мм. То есть только через New Body. Окей. И закомбайнить. Значит, вот этот элемент вот с этим. Так, swap наш отключим. Здесь делаем delete. Ну и, соответственно, получается, что у нас должен быть вот такой вот прямоугольничек, да, и у нас снизу вот этот swap, он засовывается вот в такой вот пазик, что ли, да, паз. Конечно, здесь, наверное, стоит сделать зазоры. Давай сейчас это сделаем. Хотя для фиксации, по-хорошему, всего этого нужен только вот этот угол и вот этот вот угол, да, остальное можно клеем заливать, прям так бодро очень. Но я буду делать по красоте тогда. Так, клавиша. Так, эскиз, клавиша P, проекция. И сделаем тогда зазор вот сюда, вот, например, на минус 0,2. 3. Окей, пусть будет 3. Так, теперь swap подключаем. Extrude. Вот это все убираем и экструдируем на минус 1,8. Так, вот такое безобразие получилось. Вот это придется, видимо, удалить. Почему ты не даешь этого сделать? Так, тут скругление. Так, сейчас даст удалить? Да, сейчас все это удалилось. Так, клавиша F. Так, допустим, 1 миллиметр. Окей. Тут тоже 1 миллиметр сделаем. Так, и тут по 1 миллиметру. Ну, пусть будет так. И теперь, когда у нас есть наш swap. Так, вот это, кстати, можно безобразие удалить. Получается, вот наша площадка, да? Тут, соответственно, у нас один провод выходит, тут второй. Вверху на него вставляется наш свечик. Ну и, собственно, вопрос, как все это крепить, вот этот элемент вклеивать, не знаю. Это вообще отдельная история. По-хорошему можно придумать просто какой-то еще один прямоугольник, например, да. Например, тоже 2 миллиметра. New body, окей. Который просто бы сюда вот так вот фиксировался как-то. Здесь, в принципе, можно сделать какое-то отверстие или, ну, кстати, да, можно приклеить его, опять-таки, можно защелки придумать. Но, собственно, такая база, с которой можно что-то делать уже дальше, она имеется. Соответственно, у нас есть капкейк, вот эта вся вот история дальше берется и погружается уже, то есть нужно смотреть эргономику всего этого, и вот в каждый такой пазл нужно все это разместить. Вот. Причем, на самом деле, история по поводу того, как вот эта нижняя часть будет крепиться вот уже вот к этому, это уже вообще отдельная история, потому что здесь, ты понимаешь, все-таки можно на 3D принтере печатать все, например, с такими лотками, то есть будет прямоугольное углубление вниз, как раз вот это вот оно самое, и снизу будет вставляться в каждый из них свап и чем-то там приклеиваться, например, такой же вот
какой-то вот прямоугольной еще заглушечкой. Ну и так под каждую клавишу нужно будет все это организовывать. Вот. Ну, конечно, надо сначала все это перегнать в Solid, и как-то уже с этим в дальнейшем можно будет работать. Вот, соответственно, ну, ссылки, не знаю, оставлю, не оставлю под видео. Наверное, скину, ну, который вот сайт я смотрел до этого, показывал в самом начале. И, да, в принципе, все на самом деле. Вот, я думаю, отчасти я с данной задачей справился, потому что все-таки основные размеры теперь у меня есть, реально как это все крепить, это решение уже появится после того, как начать заниматься именно вот этой частью корпуса, потому что здесь наверняка будут ограничения какие-то дополнительные. Потому что если вот здесь вот, например, мы видим, что эти свечи будут располагаться вот так, вот так, вот так, то есть они будут как наружу как будто смотреть, да, разворачиваться, то вот здесь вот они уже будут стремиться внутрь. И, соответственно, сильно такую высокую конструкцию сделать, скорее всего, не получится, потому что она будут стараться между собой пересекаться, на самом деле. Вот. Ну и, кстати, свапы. Вот тут, возможно, под него места не хватит. Под вывод того кабеля, который маленькие коннекторы. Вот, они, получается, влево-вправо, да, у нас смотрят. Так, еще раз. Да, вот влево и вправо наши два выхода смотрят. Соответственно, если вот эта клавиша, то у нас выход тоже влево кабеля нашего и вправо, да, должен быть. Соответственно, вот тут уже может быть какой-то маленький trouble. Trouble-double. Вот, но, блин, никто не мешает вот здесь опять-таки же сделать. Вырезы какие-то. Окей, P. Вот так вот. Это вот элемента. Так. Значит, вот из этой точки такой прямоугольничек нарисуем. И из этой сюда, значит. Тык-тык, тык-тык, выбрали. Сколько-то -1 у нас было. А вот до сюда. Опа, -2. Хорошо. Так, мешик отключай наш. Где все это наше безобразие? Соответственно, мы вот эти вот места можем... Блин, зазоры не учились. Ну ладно. Так, -0,3, по-моему, здесь у меня было. Здесь тоже. -0,3. Вот. Уже побольше. Ну и как-то на самом деле можно уже вот сюда вот, то есть выводить кабель не в бок, а, собственно, так сюда выводить как-то. Короче, это такой творческий момент, и стоит его еще в дальнейшем решать. Так, я думаю, на сейчас вот с этой задачей я более-менее пока что закончу. И, в принципе, я думаю, тут работы еще много может быть, но на сегодня все, поэтому результатом я поделюсь уже в этом видео, которое вы смотрите. Ну, то есть уже поделился, получается, если вы смотрите. Вот, соответственно, если есть какие-то там пожелания, предложения, может быть, заказы по поводу того, что вы там хотите какую-то свою клавиатуру интересную, или скажете, что что-то в видео я сделал не так, или там вообще что-то там неправильно все сделал, и все вот эти вот свечи вообще крепятся вообще по-другому, то пишите об этом в комментариях под видео, все это обсудим, подкорректируем, ну, соответственно, коллективным разумом все это решим. Поэтому ладно, я видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, если вы досмотрели до конца, обязательно подписывайтесь на мой Бусти. Ссылка есть под данным видео. Ну все, ладно. Давай, пока.